Здравствуйте, Артем. А вот расскажите нам, как же вы узнали, что у вас нарциссическое расстройство личности? Здравствуйте. Я узнал почти 3 года назад. Узнал я благодаря двум людям. Я начал отношения с девушкой, которая только что сбежала из абьюзивных отношений. И прекрасно разобралась теоретически, где она была. Вот, то есть я благодаря девушке узнал, и благодаря тому человеку, который ее терроризировал. Я начал отношения с девушкой, которая была на тот момент, когда я с ней познакомился, и у нас начались отношения, была действующей женой абьюзера, нарцисса, в котором она была в отношениях около 2 лет. И к тому моменту, как мы познакомились, она сбежала буквально. Она практически была в заточении, в заперти, без денег. Это уже в очень кризисной ситуации она была, и она как раз оттуда сбежала, и мы познакомились. И узнал я только благодаря тому, что я начал интересоваться, кто у нее был в прошлом. Она с удовольствием поделилась совершенно свежей информацией и свежим открытием, которое она сделала. И можно сказать, благодаря тому, что она очень хорошо изучила, очень хорошо, досконально поняла, где она находилась, на примере мне показывала, с кем она имела отношения, я узнал себя. Вот именно благодаря этой ситуации я и узнал о своем расстройстве. А у вас начались отношения или же вы просто были друзьями? У нас начались сумасшедшие отношения с девушкой. Если бы мы были бы просто друзьями, мне бы не было так интересно, какие у нее были прошлые отношения. Вот особенность того, что у меня была и сильнейшая идеализация ее. Я в нее влюбился, можно сказать. У нас начались очень интенсивные, бурные отношения. И как раз благодаря этому у меня был, как у всех абьюзеров, интерес к прошлым отношениям. У меня проснулась, это называется ретроактивная ревность. И мне нужен был доскональный отчет, где она в прошлом была. И, конечно, она, как эмпат, она очень эмпатичный человек. Она была воспитана в семье нарциссической матери. И благодаря этому она приобрела эмпатию и магнетизм вот к таким личностям нарциссическим, к абьюзивным. Сработала ее травма, и на эту травму я, как и тот абьюзер, был примагничен, был привлечен, был притяжен, очарован, так и я. В общем, я попал в ту же самую ловушку, как и другие. Это такой яркий, привлекательный, вот даже внешне, то, как она выглядит, как она чувствует, как она синхронизируется эмпатично с окружающими людьми. Вот в эту ловушку попадают нарциссы в основном. И по ее биографии это было видно. И то же самое случилось и со мной. И у меня вспыхнула, соответственно, сильная идеализация и, соответственно, сильная ревность к ее прошлому. И я начал глубоко изучать. И тут как раз вот она только-только, буквально из самой кризисной ситуации, где она достигла полнейшего коллапса, полнейшего кризиса, он у нее забрал там документы, ее не пускал, то за ней приехали друзья. В общем, они ее оттуда спасали, вытаскивали. Обманом, можно сказать. Сказали, что она просто поедет, повидается с родными, с матерью. Она оттуда уехала. И, конечно, она вот эту свежую, травматичную, очень драматичную историю мне начала рассказывать.
очень много эпизодов. Там, конечно, он проявил себя по максимуму. Там была вся классика. От того, как это все начиналось, классический лавбомбинг и длительные ухаживания. И потом постепенное обесценивание, и потом уже жестокий контроль и садизм. Ну, конечно, для меня эта история произвела сумасшедшее впечатление просто. Я начал там узнавать себя. Причем, ну, из-за того, что мы с ней вот были в отношениях-то совсем недолго, у нас был только процесс разгара идеализации, она, конечно, во мне не воспринимала как какую-то угрозу, какую-то опасность. Конечно, когда я ей говорю, слушай, это очень похоже на меня, я начал изучать параллельно это все. И когда я уже теоретически уже начинаю знакомиться, я понимаю, что вот это расстройство мне очень идеально объясняет все, что было в моем прошлом. Более того, у нее было много материалов. Все, что у нее много было компромата. Она записывала на микрофон то, что он наедине ей говорил. В каком тоне он ей это говорил. У нее много было записей. Я смотрел всю их переписку за 3 года. И слушал все ее истории, и при этом теоретически параллельно изучал, что это за расстройство. Она мне сразу дала на правильные ссылки, на классиков нарциссоведения. Там Сэм Вакнин и так далее. И вот можно сказать, 3 человека открыли мне глаза на себя. Вот именно 3, должно быть 3 человека. Вот очень важно, кстати, для меня, вот именно, чтобы кто-то исполнил роль зеркала. Не просто человек говорит, вот ты больной, ты неправильный. Вот мне нужно было посмотреть на примере, как эта болезнь выражается. Посмотреть в зеркало. Потому что когда кто-то сверху тебе диктует и рассказывает, это всегда воспринимается сопротивлением. Это всегда предвзятая информация, это всегда агрессия, когда кто-то мне пытается что-то обо мне сказать, в принципе. Там просто сразу выключается смысл, полностью игнорируется, и вообще не воспринимается, что человек говорит. Это просто агрессия, это просто шум. Человек просто меня атакует, вообще не важно, что он там говорит. Но когда мне показывают такого человека, как я его вижу, я его узнаю. Кстати, вот нарциссы очень узнают друг друга. Для них это всегда шок, когда человек повторяет их ходы. Потому что они очень похожи, они друг друга узнают. Ну, и понимают, и они узнают его, и могут очень точно предсказывать поведение. Это было, у меня были отношения с нарцисской, и мы друг друга зеркалили, и я быстро понял, что это совсем не тот человек, как все остальные. Я понял, что у него такой же заряд к манипуляциям, как и у меня. С ней бесполезно как-то играть, как с обычными людьми. Я понимаю, что это из моего теста. Вот точно так же и в этом случае вот с этим мужем. На тот момент действующий муж. Сейчас они уже развелись с моей помощью. Если бы я, наверное, ей не встретился, может быть, он ее возвращал до бесконечности. Но я и встретился, я осознал себя с этим расстройством. И уже сразу, не отходя от кассы, я ей объяснял, как нарцисс, дальнейшие его ходы мысли. Я когда увидел его переписку, я сразу понял, какие чувства стоят за его поведением, за его сообщениями. Я ей начал объяснять. Я развенчивал разные заблуждения, какие он маски применяет. Вот сразу.
сразу он для меня абсолютно как свои 5 пальцев. Я его знаю, и я ей рассказываю. Вот он сейчас включил маску доброго, который ждет обратно, который скучает. Я говорю, это просто подбор ключа. Ты его игнорировала, когда он тебя прессовал? Он просто сейчас сменил маску, подбирает тебе теперь опять новый ключ. Вот я, вот прям не отходя от кассы, она мне сказала, что я нарцисс. Я понял сразу. В принципе, я и всегда себя понимал. В этом как бы нет проблемы. Ты понимаешь, как ты устроен. Просто теперь у того, как ты устроен, есть название. У всего, что происходит у тебя внутри, тоже есть название. Я просто получил карту себя. Я просто получил карту с названиями. Я теперь понял свои маршруты очень детально и просто могу уже сразу объяснять ей поведение таких же, как я. И вот такой вот удивительный... И я сразу включился. Нет, я как будто бы сразу понял. Я как будто бы весь учебник по нарциссоведению у меня внутри. Я просто узнал название. Я теперь смотрю на этого нарцисса, я читаю его всю переписку, я понимаю, что стоит за его сообщениями. Какие чувства, какая мотивация, какая тактика за этим стоит. Я вот своей девушке это разъяснял, и для нее это была даже как терапия. Потому что, хоть она и теоретически это все понимала, да, это нарцисс, да, он так себя ведет. Это называется поведенческая эмпатия. Но когнитивно представить, что у него в голове, вот просто представить и почувствовать, нормальному человеку трудно, вообще невозможно. И то, что я ей начал рассказывать, что у него в голове, какая мотивация, что он чувствует, вот тут вот она поняла, что это за человек вот изнутри. Я ей передавал свои как бы ощущения, как это происходит. Она поняла, и она получила облегчение. Да, конечно, благодаря тому, что у нас начались романтические отношения, но и благодаря тому, что я ей четко объяснял, с кем она была все эти годы, и что стоит за его поведением и абьюзом. Какие чувства, как он испытывает это. Ей это тоже помогло абсолютно сепарироваться ментально от того человека и уже спокойно развестись. Такой вопрос. Почему нарцисс пропадает, Да. а потом возвращается? Ну, пропажа, это сам по себе тоже акт насилия. Сама пропажа – это акт, это дополнительный садизм. Игнорирование – это он в этот момент наслаждается, он прекрасно понимает. Они вообще, кстати, любят вот эти пропажи, потому что они убивают двух зайцев. Они освобождают себе время, могут заниматься другими жертвами. Ну и само время, когда он лишает себя, он сначала очень старался, давал очень много внимания и любви, а потом он этого лишает, он чувствует власть. Он прекрасно понимает, как устроены люди, как устроена привязанность людей, что у них есть внутренний ребенок, который будет очень... У каждого человека есть тревога отвержения, есть тревога оставленности. У каждого человека нормального есть какой-то базовый уровень. Он прекрасно понимает, когда он лишает человека себя, эту тревогу он поднимает, и он наслаждается этой властью над эмоциями. Вот для этого. Но какой момент он выбирает, чтобы, например, исчезнуть вдруг? Момент, когда, например, начинают отстаивать границы. Например, вот он склоняет к интимной близости ускоренно, например. Он же не просто так бомбит любовью, он же хочет что-то получить. Он видит, что немножко границы с ним расставляют, и он начинает дрессировать таким образом. Ты мне ускоренно что-то не даешь, сейчас я тебя лишу
Я тебя лишу вот себя. Я сделал все, чтобы ты во мне увидела лучшего мужчину на земле. Вот теперь, вот теперь и в мое отсутствие ты будешь меня ценить еще больше. И он рассчитывает, когда он вернется, уже примут его условия, его невыгодные условия. Уже согласятся и уже ему дадут то, что он хочет, без каких-либо границ. А это излюбленный их инструмент внезапно пропадать. Они тем самым поднимают тревогу оставленности. Они таким самым делают человека еще более зависимым. Повышение тревоги и отвержения делает человека зависимым. Они это прекрасно понимают. И он прекрасно понимает, что когда он вернется, вот просто само его обратный возврат будет воспринято как исцеление. Теперь ему уже не нужно бомбить любовью, нужно просто вернуться и быть просто нормальным. Он прекрасно понимает, что теперь ему даже стараться не будет, просто быть рядом, человеку будет уже хорошо, будет облегчение. Он таким образом, это называется гедонистический сдвиг, когда человек с каждым днем довольствуется все меньше и меньше, довольствуется малым. Сначала он был рад, что его бомбят любовью. Через пропажу он просто рад, что человек просто рядом. А потом через несколько циклов он будет рядом, что его не так сильно абьюзят вообще. Вот просто пауза — это будет праздник, когда его не унижают. Вот они вот такими циклами, интервальное подкрепление, там пропажи или самой прямой активный абьюз, когда там критика, обесценивание идет, когда там манипуляции, давление на разными способами. И когда он просто ничего не делает, просто не абьюзит, это уже воспринимается как праздник. Это в будущем, это ждет в будущем. Ну, сначала лавбомбинг, потом внезапная пропажа, это первая станция. Следующая станция, это вообще никакого лавбомбинга, это просто пауза абьюза и интенсивный абьюз. Вот и все. И эта пауза, зависимый человек чувствует безопасность, воспринимает как любовь, как праздник и все такое. Они все это прекрасно чувствуют, нарциссы. Конечно, они прекрасно представляют человека. Вот это их чудовищное оружие даже по сравнению с психопатом. Вот психопату даже не дано представить. Поэтому у психопата слишком грубые, слишком карикатурные манипуляции. И он не может представить, что происходит в голове. Он ориентируется на поведение. Вот нарцисс может прям представить, что чувствует. Он может смоделировать тревогу другого человека. Он ее не может пережить, у него не возникает вот этот резонанс эмпатический, у него не возникает, но он это хорошо представляет. Это называется когнитивная эмпатия. Он не может это пережить вот в той же мере, прям испытать стресс, вот как нормальные люди. Вот у них эмпатический резонанс аффективный. Вот нормальный человек, когда кому-то плохо, он чувствует то же самое и старается как-то помочь человеку, чтобы самому это не чувствовать. Это у нормального человека так работает. Вот он старается как-то избавить другого человека, чтобы самому это не чувствовать. Ну, нарциссы, они очень хорошо представляют внутренний мир других людей. У самих нет тревоги и оставления, но они ее могут представить, как она работает. Вот я очень хорошо представляю, как у людей вот есть внутренний ребенок, какие есть тревоги. Я это могу очень понятно представить. Просто но сам я не испытываю тревогу оставления. Я не испытываю страх отвержения. У меня совершенно по-другому работает
Я воспринимаю отвержение только по-хищнически, немножко по-другому. У меня нет, это не через привязанность, это через владение. Это не та тревога, которая у вас. Но я ваш внутренний мир здорового человека хорошо представляю. Вот. И они это могут представить, поэтому они очень точно и высокоточно, их манипуляции очень точно действуют. И очень эффективно они работают. Я правильно понимаю, так как у нарцисса нету эмпатии, то он использует когнитивную эмпатию, верно? Вот поведенчески мы все знаем, как они себя ведут. Я могу просто сказать изнутри, как он у него это решение он принимает. Он просто вот реально отводит время. Он понимает, вот за такое время она прочувствует всю боль, всю глубину, всю зависимость. Она начнет сомневаться в себе. Вот в тот момент, когда он почувствует, что жертва начнет уже совладать с собой, начнет дистанцироваться, когда захочет уже жить самостоятельно. Вот когда он в голове представит, что вот она уже это пережила и уже хочет восстанавливать нормальную жизнь, вот в этот момент он чувствует, что ее нельзя отпускать. Он даже точно может предсказать, сколько времени нужно, чтобы жертва пережила все горе оставления, прожила его все по максимуму. Чтобы ее мозги заферментировались, приготовились. Но он прекрасно понимает, что она захочет какую-то замену. Уже начнет его забывать. Вот он этот срок буквально очень каким-то сенсором отмеряет. И вот он чувствует, вот сейчас она уже прожила все полностью до конца, и уже она сейчас захочет уже, она начнет меня забывать, она уже начнет, может быть, искать кого-то, восстанавливаться. Вот он понимает, что вот сейчас пора объявиться. И он возвращается. Но мы все знаем, мы все знаем, что он будет. Появляется с цветами. Начнет пылесосить. Просто опять появляется в жизни. В тот момент, когда вы захотите уже это горе забыть, эту травму, уже выключить эти мысли, он вдруг как объявится, как спаситель той травмы, которую сам же и наносит. Ну что он делает? Все мы знаем, что он делает. Просто появляется опять в этой жизни, в жизни жертв. Просто возвращает ее обратно. Опять пускает ее в эту петлю. Опять ей в этот алгоритм, который постоянно который не закончится никогда. Но не только от этого зависит решение. У него еще там своя параллельная жизнь. Может быть, голодно ему стало. Он все-таки еще тоже может проголодаться. Других ресурсов нет. Садизмом он насладился. Уже достаточное время он просто дистанцировался. Ему хорошо от того, что другой человек на другом конце варится вот в своем самокопании. Вот в этой тревоге самоотвержения. Вот нарцисс в этот момент, он прекрасно представляет, что с ним происходит, с жертвой. И в этот момент он абсолютно наслаждается. Он насладился уже этим садизмом. И теперь он надеется прийти и уже на новых условиях, где ему уже не надо бомбить любовью. Просто прийти, его встретят как короля. Уже бомбить любовью не надо. Уже просто то, что я уже пришел к тебе рядом. Радуйся, что вот блудный такой сын вернулся. Наслаждайся. Он таким образом повышает себе цену. И снимает постепенно с себя потребность в какой-то маскировке, в бомбардировке любовью. Теперь он хочет чувствовать себя вальяжным королем. Поставить ноги на стол и раздавать команды. И заставлять что-нибудь делать. Все свои условия.
Ну, так у него это работает. Это просто власть. Вот, да, вот даже грандиозность, важность, вот просто власть и все. Просто власть. Вот властью можно ограничиться. Причем властью над внутренним миром. Вот именно властью над внутренним миром. Ему нравится регулировать настроение. Ему очень нравится. Я что-то сделал, и это мгновенно отразилось на внутренних чувствах, внутренних мыслях человека. Вот у психопата не так. Вот психопат ориентируется на поведение. Психопат, для него подчинение, это значит что-то делать. Он дает инструкции, он командует, он хочет увидеть отклик в поведении. Поэтому у него слишком грубые манипуляции у психопатов. Там, у него прям требования, он дает инструкции, что нужно делать, как себя вести. А нарцисс может вообще ничего такого не требовать. Его требования очень косвенные, через эмоции. Он давит на какие-то чувства. Он давит там на чувство вины, на чувство долга, там, обесценивает и все такое. Но при этом нарциссу тоже он хочет видеть поведение. Но нарцисс хочет видеть, он уже может очень хорошо видит внутренний мир человека, очень хорошо его представляет. Он прицельно, как вампир, всасывается в самую глубь, в отличие от психопата. Артем, самое большое удовольствие для тебя? Вот просто власть над внутренним миром. Вот просто власть, и он получает вознаграждение. Можно, да, грандиозность это не грандиозность. Вот в конкретный, вот это конкретный параметр, ключевой. Вот просто власть над внутренним миром. Это его наркотик. Про грандиозность, про восхищение, там, вот эти слова, вот я даже не использую, они не нужны вот для описания. Они не точны, какие-то слишком общие, уже они, мне кажется, в прошлый век их надо отправить. Я могу досконально, в чем конкретно лежит его вот нарциссизм, в чем он конкретно проявляется, в каких вещах. Изнутри. Грандиозность. Нет, ты просто чувствуешь удовольствие от того, что от тебя зависит чей-то внутренний мир. Власть над чьим-то внутренним миром. Ну а если жертва на первоначальном этапе все поняла и ушла без мучений? Без мучений? Такое когда-нибудь есть в практике? Вот все-таки нарцисс, смотря в каком возрасте, с каким опытом. Вот в первый раз, вот если в первый раз соскочит, и если он в первый раз столкнулся с этим, конечно, он охренеет, что такое бывает. Но он сделает работу над ошибками. И он теперь будет дальше... конечно, они же обучаемые очень. Они этого больше допускать не будут. В следующий раз уже с новым партнером они его будут уже как-то тестировать на такие моменты. Они уже будет... Если он какие-то потери, если он вкладывался, не получил ничего, следующим жертвам уже мало чего достанется. Он уже со следующих жертв будет уже в них видеть вот такую угрозу. Уже будет аккуратно расходовать свои ресурсы. Не, они в этом плане очень обучаемые. В первый раз он охренеет, да. Но он быстро от этого отключится. Да, он теперь будет знать, что могут быть другие хищницы, которые вот что-то взяли от него и ускользнули. Да, он подумает, он задумается над своими ошибками. Это 100%. И он эту работу над ошибками сделает. В следующий раз он просто будет осторожнее. Что он почувствует? Он просто получит опыт. Просто получит опыт. Артем, а может ли нарцисс быть с одной женщиной? Или же все-таки он предпочитает гарем? Это классика. Это просто база. Нарцисс всегда стремится создать гарем. Он, если ему энергия, ресурсы и здоровье позволяет создать гарем, то ему гораздо комфортнее, спокойнее, когда у него гарем.
Это классика. Если у нарцисса... Почему? Ну, это его природа такая. У него нет привязанности к одному. Он воспринимает только функции, функционал. У него нет привязанности к одному человеку. Вот. Конечно, конечно. Чем больше женщин, ну это такой младенчик, которому нужно много нянек. Чтобы одна кормила, другая там тепло давала, другая это. Ну, одна не может дать все в его восприятии. Почему отказываться от других? От других ништяков. Он вообще не понимает, в чем проблема. И он понимает, что проблема это все организовать, и что все остальные сопротивляются этому. Все члены гарема почему-то хотят там равенства и эксклюзивных условий. Но нарциссы приспосабливаются к этому. Они стараются это обманывать, скрывать. А потом, когда уже привязанность формируется, когда они делают зависимыми своих партнеров, они уже просто ставят перед фактом. Вот у меня есть третья. И вот эти триангуляции сторонних людей они используют уже как дополнительное психологическое давление, как дополнительный садизм, как террористический способ продавливать свои условия. Ты мне там не досолила борщ, ну я пойду и к тому, кто досаливает. И вот на таких разговорах я вот у клиенток вот таких историй очень много знаю. Причем даже не обязательно это будет другая женщина, это может быть мать. А он может мать использовать для триангуляции. Мать тоже иногда, вот если мать такая, что впала тоже в зависимость и обслуживает его, всегда ждет домой и всегда его накормит и не критикует его, ну, для него мать точно такой же член гарема, можно сказать. Ну, это у некоторых. Но высокофункциональные, которые могут себе позволить, они организуют, они еще могут себе перебирать и находить лучший вариант. У них есть энергия, средства и харизма, обаяние. Они действительно могут выбрать себе самых лучших и несколько. И действительно уже с ними поддерживать отношения. Поэтому нарцисс и гарем – это два понятия, совершенно стоящих рядом. Там, где есть нарцисс, там есть гарем обязательно. Ему с одним человеком спокойно не будет. У него будет неудовлетворенность. Ему одного человека, даже самого прекрасного, слишком мало. Ну, слишком мало. Тем более, он не любит быть... Он кстати, он любит людей вгонять в зависимость. Сам он зависеть от кого-то совершенно не любит. Вот один человек, и я от него завишу, и он чувствует опасность. Поэтому он всегда, даже если у него есть какие-то отношения, при любой возможности он будет находить какие-то альтернативы. Он не любит быть зависимым от кого-то одного. Поэтому они себе ищут альтернативные варианты, заводят параллельные отношения. И он организует себе систему бесперебойного снабжения. Если с одной что-то не так, ну, у меня есть куча запасных вариантов рабочих. И ему так спокойнее. Там, где нарцисс, там рядом гарем обязательно должен быть. Если у него нет гарема, ну, просто не очень ресурсный нарцисс. У него нет энергии для этого. Он может вот зависеть от одного, но тем хуже, кстати, для этого одного. Он его еще больше контролирует. И еще больше им манипулирует. Ну, реально берет под контроль. Его изолируют от общества, от людей, старается сделать все, чтобы его изолировать от какой-то внешней информации, от каких-то подруг, которые скажут, ты живешь чудовищем. Вот он прекрасно понимает, чтобы никакая альтернативная информация не могла проникнуть в ее голову. Вот он может сфокусироваться на одной, но из-за того, что ему с одной будет неспокойно,
Он это компенсирует сильным контролем. Он поставит камеры, взломает телефон, будет следить там за перемещениями и читать переписки. При этом будет говорить: да иди гуляй где хочешь, ты мне даром не нужна. При этом на словах это будет говорить. А при этом, когда она уйдет там куда-то, он будет прекрасно знать, куда она уйдет, куда она уедет. И таких случаев я у клиенток очень много знаю. Поэтому им спокойнее в гареме. И если у них, конечно, они могут поддерживать там какие-то длительные отношения, но с очень интенсивным контролем. Если кто-то с нарциссом находится, и нарцисс его не контролирует, ее или его, то, наверное, она точно не единственная, либо идет контроль, но тайный. Вот такие варианты с нарциссами. Конечно, так и было. Вот особенно вот с девушкой, благодаря которой я узнал. Там нарцисс бомбил любовью 3,5 года. 3,5 года добивался. Не, конечно, он это все экономно делал, дистанционно. Просто они умеют дистанционно проникнуть под кожу. Просто постоянно, это же ничего не стоит, просто пока ты там в офисе, раз, и постоянно через видеосвязь, через болтовню, вот просто и поселиться в голове у жертвы. Но он это делал методично, годами. Ему это ничего не стоило, потому что он очень жадный. И, наверное, для него это было идеально. И он лучше вложит болтовню и время, чем деньги, подарки и заботу. Вот болтовню и время он может вкладывать. Очень жадный нарцисс. И тем более он там тактильно не способен произвести никакого впечатления. Он такой там церебральный, асексуальный. Поэтому тактильность и сексуальность – это не его сильная сторона. Хоть он и обеспеченный, но вкладывать он не собирается, и поэтому деньги и это его не сильная сторона. Он не произведет впечатления щедрого. Но вот очень долго времени, очень много болтовни, очень много обещаний, это ему бесплатно дается. И вот он 3,5 года вот так вот бесплатно бомбил любовью. Очень много обещал, очень много там рассказывал, и это 20 каждый день. И с каждым днем он все больше и больше забирал контроль. Требовал уже отчета, с кем ты и где ты. И уже постепенно, как будто бы уже это отношение, как будто бы она стала его уже подотчетная. Он уже, если она не выходит на связь, он уже делает выговор. Очень постепенно, вот так вот, может ли нарцисс влюбиться? Все-таки вот идеализация, влюбленность, романтическая любовь нарциссам доступна. Но не всем. Все-таки есть нарциссы, которые застряли, которым не очень доступна эта история. Такие контролирующие параноидальные нарциссы, их вся любовь, даже лавбомбинг, они уже сразу начинают испытывать ревность и тревогу и контроль. Они тактически бомбят любовью. Это такой род параноидальных нарциссов есть. Вот им даже романтическое, они не могут насладиться романтической любовью. Все-таки, но есть нарциссы, которые все-таки в изобилии. Вот я отношу себя к нарциссам, которые уже, я научился ловить кайф, я достиг какого-то изобилия, я уже могу выбирать что-то самое лучшее, чтобы получать удовольствие. Мне доступна именно романтическая фаза. Мой лавбомбинг может быть действительно основан на подлинной идеализации, на романтической любви, на сильном маниакальном влечении и на сильном драйве, на подлинном удовольствии.
Но это тоже не всегда, это тоже зависит от партнера. Мне это доступно, да, любовь мне доступна, но это происходит не всегда. Это все зависит от того, сколько тебе партнер дает дофамина. Вот, вот как раз девушка, вот благодаря которой я узнал о расстройстве, вот там у меня случилась идеализация, которой у меня не было никогда до нее. Артем, а какое истинное отношение у тебя к партнерам? Тот, кто вошел в голову к нарциссу, оттуда выхода уже практически нет. Он, если кого-то присвоил, то теперь он считает, что это его игрушка, и которую он отложил в какой-нибудь долгий ящик, которую надо постоянно заглядывать в этот ящик и проверять, как она там себя чувствует. Вот чтобы этого избежать, нужно вообще полностью исчезнуть из какого-либо доступа, чтобы он не мог вообще найти, услышать, узнать, он смирится с потерей. Вот пока какой-то ему доступ там есть, он просто будет знать, что это игрушка, которой можно побаловаться, которая в долгом ящике находится. Он, допустим, живет своей жизнью, но из-за того, что он уже ей играл, он время от времени о ней вспоминает и проверяет. Можно ли с ней опять поиграть? Как она там себя чувствует? А может быть, она изменилась и стала как-то с ней по-новому можно поиграть. Можно поиграть с ней в догоняшки. Она будет убегать, я ее буду настигать, и он там будет испытывать садизм. И просто само по себе напоминание о себе и активировать ее прежние травмы и страдания, это само по себе интересная игра. Это само по себе подпитывает его садизм. Почему нарцисс главный садизм показывает только тогда, когда уже человек от него зависим? Да, всегда так. Любой признак зависимости, вот вот я много историй знаю, вот как только он увидит какой-то признак зависимости, просто вот партнер что-то ему простил. Вот что-то простил, он что-то спровоцировал, они тестируют, кстати, границы. Вот он может действительно начинать в шутливой форме критику какую-то высказывать. Он в этот момент чувствует, он действительно смотрит на реакцию. Он может уже какой-то принудительный контроль проявлять, уже делать выговоры, требовать какие-то отчеты, уже в чем-то обвинять. Он постоянно видит обратную связь. Если с этим как бы мириться, то дальше уже уже можно маску снимать. Так вот, первое прощение, когда уже просто замяли, и жертва опять вернулась в нормальное состояние, ему все простило и опять стала нормальной, вот следующая агрессия будет уже гораздо ярче. Или жертва призналась в любви. Вот какая-то должна быть, это по-разному. Но обязательно это должно быть доказательство привязанности, доказательство зависимости. Допустим, когда моя девушка, вот когда она переехала, бомбинг сразу же, когда она ушла с работы ради того, чтобы переехать, это уже все, она уже зависит. Не ко мне, а к этому абьюзеру. Я их историю рассказываю, да. Вот когда она к нему переехала, все, лавбомбинг на этом закончился сразу. Все, как только есть признаки зависимости и в этот момент все больше контроля и садизма наступает. Лавбомбинг улетучивается. Лавбомбинг не нужен. Когда человек зависим, можно просто продавливать свои условия. И это может быть вот просто переезд к нему, когда ты оставила дом и работу и переехала к нему.
либо родила ребенка, либо призналась в любви, или что-то простила. Они это все тестируют, они видят, насколько человек становится зависимым. И, ну, и вот ребенок, кстати, ну, это вот самое ослабленное положение. Это не только в Египте, я много таких историй знаю, где угодно. После рождения ребенка нарциссы, абьюзеры становятся еще гораздо более, еще более жестче. Или когда просто жертва просто уязвима, потеряла работу или заболела. Она еще больше зависима, они еще более жестокими становятся. Когда как раз требуется какая-то любовь и забота, они чувствуют наоборот власть. Человек еще более уязвимый. Можно еще сильнее отравить внутренний мир. И нарциссы реально сходят с ума от власти уже. Они уже уже перестают отдавать отчет уже вообще в своих действиях. Они уже действуют на инстинктах. Вот в таких ситуациях. А что будет, если нарциссу сказать, что я вижу, кто ты, я вижу, что ты делаешь? Ну, в принципе, что он чувствует? Ну, он на самом деле благодарен, что ему докладывают. Вот он же в конкуренции, он же в войне находится. Вот враг просто пришел и сказал, а я вижу, куда ты передвигаешься. Я вижу, зачем ты передвигаешься. Просто ему сделали доклад, что мы видим. С точки зрения конкуренции и войны это вообще делать бессмысленно. Он вообще благодарен, что вы ему докладываете, что вы о нем думаете. Это во-первых. И эту информацию о том, что вы думаете, будет использована против вас. И все нарциссы и психопаты, вот вы ему дали это, вы продемонстрировали это оружие. Вы думаете, что вау, у вас есть, вы о нем что-то теперь знаете. У вас есть какое-то оружие, контроль над ним. Вот он это возьмет у вас из рук и этим теперь будет вас долбить. Вот этим же самым. Психопаты прям точно так и делают. Я много видел переписок так у клиенток, когда ему напрямую говорят психопат. Психопат, он вообще, у него фантазия очень ограниченная. Он прям не знал, чем бить жертву. А жертва сказала ему, ты больной, ты психопат, тебе надо лечиться. Все. Теперь все сообщения, он ее обвиняет, что тебе надо лечиться, ты психопатка и все такое прочее. Ему это просто, она воспринимает, психопат, ты это используешь как оружие. Я даже об этом не догадался, что можно обвинять каким. Есть такой, оказывается, диагноз. Теперь я этим диагнозом буду бить тебя. И он доказывает, начинает постоянно проговаривать, что жертва начинает сама уже верить, что она с ней что-то не то. И я много таких историй знаю, когда вы сказали ему, что он нарцисс, вот все, теперь он этим нарциссизмом будет как котенка носом тыкать, что у тебя нарциссизм. И еще он будет рассказывать всему окружению, что ты больная, еще больших, он еще больше будет сгущать краски. Если он за нее цепляется, если это основной ресурс, если он такой, он рассчитывал там на долгосрочный, конечно, если он взял ее под контроль, конечно, работа с окружением – это его отдельное направление. Контролировать через окружение. Там, через родственников, через друзей, он там шоу какое-то демонстрирует. Если ему удалось свой имидж для окружения продемонстрировать,
Ну, конечно, когда она будет уходить, он в первую очередь будет стучаться к окружению и говорить, строить из себя жертву и просить, чтобы вот это окружение возвращали ее обратно. Если ему не удалось произвести шоу на окружение, он будет просто изолировать от этого опасного окружения. Я много знаю случаев, да, когда вот через окружение вот друзья переходят на сторону, родители переходят на сторону абьюзера. Это просто потрясающе. Там коллеги, При каких условиях нарцисс утилизирует жертву? условие номер один. Вот прям утилизация, ну их любимая утилизация через триангуляцию. Это будет демонстративная триангуляция, я тебя меняю на кого-то нового. Это их любимый контрольный выстрел. При этом он с этой новой сделает все демонстративно, что обещал предыдущей жертве. Это будет демонстрация в соцсетях там, или еще что-то. Когда есть замена, он с большим удовольствием демонстративно утилизирует. Он надеется, что жертва будет грызть, кусать локти и в травме отвержения будет посыпать голову пеплом и наблюдать его красивую жизнь в социальных сетях. Но так и происходит. Так и происходит очень часто. Ну, утилизация, когда есть замена. Ну, идеальный расклад, как он это видит? Он абсолютно не зависит. Вот когда он полностью, вот все, от чего он зависел от жертвы, он это может все восполнить за счет другого. Это первое. Первое условие. И второе условие, когда жертва на 100% зависима и уязвима от него, и она ничем не может восполнить, у нее нет ни сил, ни ресурсов, у нее без него будут только одни проблемы. С деньгами, со здоровьем, с детьми, со всем чем угодно, она будет в вечной нужде. Вот для него это самое вкуснейшее блюдо. Вот это просто блюдо, которое он кушает. Он полностью независим. Он нашел все альтернативные источники ресурсов, которые он получал от предыдущей жертвы. А она полностью зависима. И она без него получит очень тяжкие проблемы. Без него. Вот это идеальная ситуация для утилизации. Поэтому, если эти условия не наступили, то до утилизации далеко. Даже если он может тактически демонстрировать, якобы я утилизирую сейчас. Вот балансировать на грани типа утилизации. Но при этом для него это просто дрессировка. Это тоже способ как пропажи. Ты не идешь на мои условия, сейчас я тебе скажу, что ты мне не нужна, там, и все такое, все, до свидания. А потом он уже возвращается. Но это его просто последовательность действий. Это не была утилизация. Это просто вот это балансирование. Это просто дрессировка. Но жертвой воспринималась каждый такой уход как какая-то утилизация. Я считаю, что утилизация может только тогда, когда он полностью нашел альтернативу. Полностью нашел замену, полностью восполняет, нашел совершенно другие источники. А когда он не нашел какую альтернативу, другие источники, и когда я сейчас уйду, ты мне не нужна, это просто цирк, это просто акция устрашения. Тактическая акция устрашения, чтобы продавить по каким-то условиям. Чтобы дальше не рыпалась и шла на все условия. Очень часто они так делают. Их любимый способ утилизации – это через триангуляцию.
Поэтому в одностороннем порядке, когда кто-то инициирует уход, их это не очень устраивает. Когда кто-то уходит и может даже найти ему замену, а он себе замену не нашел, его такая ситуация не устраивает. Поэтому как очень часто, когда вот жертва инициирует расставание, он возвращает вот именно для того, чтобы создать все идеальные для него условия для утилизации. Он уже возвращает как садист. Вот он имитирует лавбомбинг, жертва напрасно воспринимает это как лавбомбинг, очень зря. Он уже возвращает как садист, очень тактически и хладнокровно. Он уже предвосхищает вот эти идеальные условия для утилизации. Ему просто вот на этих условиях, когда ты инициируешь уход, его вот эти условия не нравятся. Это не те условия, которые ему нужны совершенно. Когда ты себе там чего-то решила свою собственную жизнь строить, пока я себе еще никого не нашел. Нет, должно быть, я буду полностью от тебя независим, а ты будешь от меня полностью зависим. Вот тогда я тебя выкину. Поэтому они возвращают. Вот уже, чтобы переиграть сценарий. Это, кстати, по поводу, все спрашивают, какая месть, как нарцисс мстить, они боятся ли мне мести от нарцисса. Ну вот это самое, возврат, это самое, вот его тактический лавбомбинг, вот это самая страшная месть, которая может быть у нарцисса. Это самое первое, что ему приходит в голову, чтобы отомстить. Просто вернуть, включить белого и пушистого. Да, возобновить лавбомбинг, вот возвращаться уже крайне опасно. Это уже возврат к садисту. Он будет возвращать, и пока вы думаете, пока жертва думает, что там началась новая жизнь, и он поменялся, а он уже закладывает бомбы под все опоры, которые только есть у жертвы. Под все. Он теперь минирует и это здание, чтобы его сокрушить полностью. Чтобы полностью от него камня на камне не осталось. Поэтому возвращаться, инициировать уход, а потом возвращаться, это очень опасная история к нарциссам. Это уже буквально к садисту, возвращение к садисту, который будет обманывать, и его задача сейчас закончу. Вот когда он уже возвращает, все, он уже целенаправленно, срочно ищет замену и срочно делает все, чтобы у тебя было чтобы у жертвы было как можно больше проблем, и чтобы она зависела еще сильнее. Он создает целенаправленно идеальные условия для идеальной утилизации. Вот и вся его месть. Вот этой мести надо бояться, единственной мести. Вот когда он хороший, добрый и изменился и плачет, вот если он еще и плачет, то уже даже встает на колени, то это садист. Он не может встать на колени. Он уже встает на колени предвосхищением, когда он встает на колени, он уже предвосхищает, как он уничтожит. Нарцисс может встать на колени и заплакать, попросить прощения. Они могут. Все спрашивают, а может он покаяться? Вот может тактически. Только предвосхищая смерть партнера, он может это сделать. Я как нарцисс свидетельствую, я тоже могу все что угодно. Попросить прощения, поцеловать ноги даже могу. Но если я буду точно знать, что этот человек будет умерщвлен через какое-то время. Это не только в отношениях работает. Это вообще в принципе в жизни, в профессиональной среде. Вот если я могу вообще перетерпеть любое унижение, любое, вообще легко, заплакать и встать на колени. Со стопроцентной уверенностью, что я получу компенсацию за это. Вот когда нарцисс встает на колени, опять бомбит любовью, идет на какие-то уступки, в этот момент у него на другой чаше весов большая компенсация садистическая в адрес партнера.
Поэтому вот это самая страшная месть. Месть это всегда начинается с обмана, с лжи, лести, что я поменялся, я все там пересмотрел, все будет по-новому. Ну, нарцисс – это хищник, перед которым внутренний ребенок, по сути, беззащитен. Но взрослый человек, внутренний взрослый, вот у каждого человека есть внутренний ребенок и внутренний взрослый. Вот нарцисс заваливает внутреннего ребенка. Он может очень много дарить внимания, признаваться в любви, иногда делать красивые жесты, подарки, нянчить. Вот не надо соблазняться на то, как ваш ребенок может даже ликовать. Но я бы еще вот что бы посоветовал. Вот находить в себе противоречивые чувства. Вот именно от внутреннего ребенка. Вот с одной стороны он бомбит любовью, дарит подарки. Ваш ребенок чувствует какую-то даже надежную привязанность. Но также у внутреннего ребенка есть страх поглощения. Но он дарит подарки, но при этом постоянно спрашивает, где ты. Вот есть очень ясные противоречивые чувства всегда. Вот вот с одной стороны, в каком-то моменте он сильно что-то делает очень слишком сладко, если слишком сладко говорит, а в каких-то моментах очень горько. Вот это ребенку, вот это уже в этой конфетке закован яд. Вот крючок всегда закладывают под наживку. Но крючок все равно чувствуется. Это всегда на уровне чувств. Это что касается внутреннего ребенка. Вот когда вот где-то очень сладко, но где-то очень горько, но не хочется лишаться сладкого. Вот это red flag. Слишком сладко. А если прям везде все очень слишком сладко, ну, вот прям очень сильно сладко, сильно старается. Ну, это хищник, который очень хочет сильно покушать. И он, ну, у хищника вот есть прям тактика, как заманить жертву в свои сети. Он сильно замотивирован, сильная мотивация, сильное влечение, он сильно хочет. Вот это ложное влечение внутренний ребенок воспринимает как надежный тип привязанности. Ну вот так вот меня хотеть. Ну вот прямо вот так вот мне все условия сразу предлагает. Когда такое было? Конечно, это слишком сладко. Просто нужно знать. Просто нужно знать. Просто расслабиться и начать этой сладостью кормить своего внутреннего ребенка, вот надо, чтобы взрослый в этот момент включился и сказал: нет, не надо кушать с рук каких-то незнакомых дяденек. Надо включать взрослого, я считаю. Вот просто вот так вот тебя взяли и начали кормить какой-то вот незнакомый человек. Очень какими-то сладостями. Это взрослый дяденька заманивает ребенка. Он и делает ребенка, он делает инфантильного, он на инфантильные такие струны давит. На чувства. Каких-то вот я бы вообще бы что рекомендовал? Вообще вот должна быть близость взрослых людей. Я бы протестировал сначала бы, как вы вместе решаете какие-то проблемы, как ты достигаешь целей, ты стремишься к таким же целям, как и я. Это он может сказать, что он стремится, он может подделать какие-то ценности. Да, я тоже хочу детей, я тоже хочу семью, я тоже там хочу встретить там старость вместе там с партнером.
Вопрос, давай продемонстрируй, как в прошлом ты шел к этой проблеме. И тут начнет выясняться, что он был и вдруг идеальным, а все их партнеры были конченными. Вот просто, вот хорошо, у тебя цель создать семью, так, давай рассказывай очень подробно, как ты эту проблему решал. Ну, он там начнет рассказывать, я был идеальный, я делал все, что мог, а вот там вот прям конченые какие-то все попадались вдруг, подряд прям все. Вот это прям самый лютый красный флаг. Вот я бы реально спрашивал про то, как он решает проблемы в жизни. Личные проблемы. Я бы досконально спрашивал его про все отношения. Ты, конечно, говоришь красивые слова, тут говоришь, что у тебя такое же, ты хочешь того же, что и я. Ты тоже там хочешь семью, ты за верность и про все такое. Ну, вот как ты строил? У тебя есть что-то успешные какие-то моменты? Ну, и там был... Если вот человек ну, вот красный флаг, когда он всю ответственность перекидывает на кого-то. И если он полностью патологизирует, он полностью делает больными всех, у кого у него что-то не получилось, значит, там больные люди. Вот это красный флаг. У меня тут не получилось, ну там просто такой партнер был конченый. Вот поэтому и не получилось. Вот это уже, вот надо его переводить на взрослый разговор. У тебя есть цели, хорошо, а как ты двигаешься к этим целям? Вот он умеет по-взрослому решать проблемы. Он умеет работать в команде вообще. Вот я бы очень подробно его бы спрашивал, как он решал проблемы в своей жизни и проблемы в отношениях. Вот как ты решаешь проблемы? Он даже будет стараться лгать. Но из-за того, что они не очень в этом как бы умные, у них стандартная пластинка, очень легко просто перекинуть ответственность. Он от этого соблазна не откажется. Он будет перекладывать ответственность. Вот во всех его прошлых историях вот перекладывание ответственности на кого-то, это трындец. Это просто трындец. На какие красные флаги ты бы посоветовал обращать внимание при общении? Ну, тут можно, нет, тут, кстати, про эти красные флаги, тут они по-разному маскируются, но это основа, это база. Вот там я бы искал все красные флаги, как он решает проблемы и конкретные люди. И я бы проверял этих людей, что с этими людьми. Я бы даже лично узнал бы отзывы. Вот если это абьюзер, и если он кого-то бросил, я бы точно нашел, вот если вы подозреваете, что это абьюзер, я бы очень присмотрелся, нашел бы бывшую. Нашел бы бывшую. Я бы, вот эта техника безопасности, я считаю, что если есть такие слишком сладко, надо проверить, а было ли так сладко предыдущему партнеру. Вот просто проверьте, я вас умоляю. Вот попробуйте. Это уже базовая техника безопасности сегодня. Ну, я могу много, конечно, про это рассказывать. То, что да, вот когда он может подделывать ценности. Да, я тоже верующий, там, или я тоже ценю семью. Или он может тоже сильно много рассказывать. Вопрос, как ты это осуществлял? Давай на примерах и подробно. И очень бы внимательно бы слушал, что он говорит. И что бы я делал? Если что-то смущает, я бы шел бы к профессионалу. Например, ко мне. Кто-то очень сильно наслышан про то, как они себя ведут. Я бы посоветовался. Я бы, наверное, не шел там к подруге. Если подруга прокачанная с большим опытом, там, собаку съела на этой теме, можно и к подруге. Но иногда подруга
такой же ребенок, как и жертва. И тоже, да, он такой красавчик, он такой замечательный. Очень часто и ближайшее окружение прям толкает в эти отношения. Потому что они точно так же, как и они, не осведомлены, кто там. Я считаю, что специалисты по абьюзивным отношениям, кто очень слышал историй, это уже необходимый на брачном рынке консультант. Вот я бы собирал бы как можно больше информации, сам бы анализировал и еще с профессионалом бы обсудил, вот именно если есть какие-то зацепки. Надо буквально как HR работать, вот как будто бы вы его принимаете на работу, как будто вы его берете в партнеры. А не просто, ой, первый попавшийся кормит вкусно в ресторане, там, говорит красивые слова. И держится просто как нормальный человек какой-то период. И предлагает серьезные условия. Это ни о чем не говорит, что это нормальный человек. Вообще ни о чем не говорит. Да, да, ко мне обращаются, да, очень много девушек. Ну, не только, кстати, мужчины тоже обращаются. Очень много мужчин, пострадавших от нарциссов. Ну, и я провожу, да, стратегические сессии. Мы вообще разбираем поведение, что за ним стоит, что можно ждать. Я объясняю все опции и как, что с этим делать. Как себе помочь, как там и в ситуации, что делать, если есть ребенок, или когда какие-то тяжбы юридические. Ну, в общем, в разных ситуациях. Ну, иногда ко мне обращаются как раз, когда вот появляется новый человек. Вот они, ну, кстати, очень часто, да, вот они, вот клиенты, они завершают отношения с нарциссом, и появляется новый человек. И тоже очень подозрительный человек. Вот он был вначале очень замечательный, и уже нам удается вместе уже определить, что там тоже очень нездоровый человек, очень больной. И уже вот мы можем, ну, вместе как-то стратегически понять, принять решение. Стоит вообще вкладывать какое-то время в каких-то людей. Поэтому я вот с тех пор, как уже веду блог свой, я уже больше полугода вот этим занимаюсь. Это мне лично тоже помогает, кстати. Я себя познаю, я как бы себя со стороны смотрю, когда изучаю разные истории. Я уже себя узнаю. И поэтому вот, буду рад провести консультацию, если кто-то ко мне обратится. Артем, было невероятно интересно. Спасибо вам большое за общение, за такую ценную информацию. Ну и надеюсь, мы с вами еще увидимся. Да, я надеюсь, мы еще пообщаемся. Мне тоже было классно, приятно и полезно, да. Поэтому спасибо, что ты обратилась ко мне, нашла меня. Спасибо. Да.